Две ментальные ловушки, которые держат вас в долгах. Как мыслят богатые и как мыслят все остальные, шалом. Дорогие мои, присядьте поближе. Давайте поговорим. Не как начальник с подчиненным, не как лектор со студентами, а как старый друг, как дед с внуком. Я хочу задать вам один вопрос, только отвечайте честно. Не мне, себе. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что крутитесь, как белка в колесе? Что работаете больше, спите меньше, а денег в кармане, как назло, становится только меньше? Вы когда-нибудь смотрели на свой кошелек в конце месяца и с горечью думали: «И это все? За это я отдал лучшие часы своей жизни?» Если это так, то знайте, вы не одиноки. Миллионы, десятки миллионов хороших, честных, трудолюбивых людей живут так же. Они уверены, что бедность — это как плохая погода, как насморк, как что-то, что с ними просто случилось. Они винят правительство, начальника, соседа, который живет лучше, судьбу злодейку. Но я вам скажу одну вещь, которую понял, когда мои волосы уже тронула седина, а руки покрылись морщинами. Готовьтесь, это может вам не понравиться. Бедность — это не недостаток денег, это болезнь мышления. Да-да, вы не ослышались. Это ментальная ловушка, хитроумная клетка, которую мы сами для себя строим, а потом удивляемся, почему не можем из нее выбраться. И сегодня я расскажу вам не про сложные финансовые схемы, не про биржевые индексы и не про то, как обмануть систему. Нет, я расскажу вам про две самые опасные ловушки в вашей голове. Про две простые, как медный грош, идеи, которые отличают мышление богатого человека от мышления всех остальных. И если вы поймете это, если вы услышите старого еврея, то ваша жизнь, я вам обещаю, уже никогда не будет прежней. Так что налейте себе чаю, отложите дела и послушайте историю, историю моей жизни. Вы думаете, я родился с серебряной ложкой во рту? Ой, как вы ошибаетесь. Я родился там, где единственным серебром был иней на окнах зимой. Мое детство пахло недорогими духами, а сырой землей, угольной пылью и дешевым супом, в котором картошки было больше, чем надежды. Я помню руки моего отца. Большие, грубые, в трещинах и мозолях. Он был честным трудягой. Он вставал до рассвета и возвращался, когда на небе уже давно светили звезды. Он говорил мне: «Сынок, работай, работай честно, работай много, и жизнь тебя вознаградит». И я ему верил. Я свято верил в эту мантру. Я пошел работать на завод, когда мои ровесники еще гоняли мяч во дворе. Я вдыхал запах раскаленного металла и машинного масла. Я таскал тяжести. Я оставался сверхурочно. Я думал, что вот-вот, еще немного, еще один рывок, и я пробью эту стену нищеты. Я видел, как моя молодая жена, моя красавица Сара, штопает старые вещи, потому что на новые у нас просто не было денег. Я видел, как она смотрит на витрины магазинов, не с завистью, нет, с тихой грустью в глазах. И это разрывало мне сердце. Я работал на двух работах. Днем завод, вечером разгружал вагоны. Я приходил домой, падал на кровать и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. А долги росли. То крыша протечет, то ботинки у ребенка порвутся, то лекарства для мамы нужны. Деньги утекали сквозь пальцы, как сухой песок. Я был зол. Я злился на себя, на мир, на Бога. Я делал все правильно, как учил отец. Я работал как вол. Я не пил, не гулял. Так почему же я все глубже и глубже увязал в этом болоте? Я помню день, который стал для меня дном. Мой маленький сын попросил на день рождения велосипед. Простой, трехколесный велосипед, а я не мог ему его купить. Я смотрел в его чистые, доверчивые глаза, и мне пришлось сказать «нет». В тот вечер я сидел на кухне и плакал. Взрослый, сильный мужчина плакал от бессилия. Я понял, что формула «работай больше, зарабатывай больше» не работает.
Это был обман, величайший обман, в который верят миллионы. И в тот момент отчаяния я решил, что должен найти другой путь. Или умереть, пытаясь. В нашем городе жил один старый еврей, Ребе Мендель. Он был часовщиком. У него была крохотная мастерская в подвале, пахнущая пылью, деревом и каким-то сладковатым маслом. Все говорили, что он немного не в себе, что он разговаривает со своими часами. Но еще говорили, что он видит людей насквозь и понимает в жизни больше, чем все профессора, вместе взятые. Отчаяние — великий учитель. Оно заставляет делать то, на что ты бы никогда не решился в сытой и спокойной жизни. Я пришел к нему. Я стоял на пороге его мастерской, огромный, неуклюжий, перепачканный в мазуте, а он — маленький, сухой старичок, в кипе, с лупой на глазу, ковырялся в крошечном механизме. Он не сразу поднял на меня глаза. «Что тебе, молодой человек? Часы сломались?» — проскрипел он. «У меня вся жизнь сломалась, Ребе», — выдохнул я. И я рассказал ему все: про 2 работы, про жену, про сына, про велосипед, про безнадежность. Я говорил долго, сбивчиво, а он молча слушал, не отрываясь от своего механизма. Когда я закончил, он отложил инструменты, снял лупу и посмотрел на меня своими выцветшими, но невероятно пронзительными глазами. Он посмотрел на мои руки. «Хорошие руки», — сказал он. «Руки труженика. Ты пытаешься пробить стену головой. Ты очень сильный, поэтому бьешься долго. Но стена всегда победит». Я ничего не понял. Что мне делать, Ребе? Работать еще больше? Найти 3-ю работу? Он усмехнулся. Так усмехаются, глядя на ребенка, который пытается засунуть квадратную деталь в круглое отверстие. «Нет», — сказал он тихо, — «тебе нужно перестать думать, как бедняк. Ты пойми одну простую вещь, мальчик. Бедный человек думает, как ему заработать деньги, а богатый человек думает, как заставить деньги работать на него». Я уставился на него. Это звучало как какая-то чушь, как фраза из дешевой книжки. «Что это значит?» — спросил я с раздражением. «Какие деньги? У меня их нет. Как я могу заставить работать то, чего нет?» Ребе Мендель вздохнул. «Вот это и есть первая ловушка, в которой ты сидишь. Ты ее даже не видишь. Ты думаешь, что твой главный ресурс — это твои мышцы и твое время. А пока ты так думаешь, ты будешь рабом. И неважно, кто твой хозяин, начальник на заводе или твои собственные долги. Ты все равно раб. Этот разговор перевернул мой мир. Я ушел от него в смятении. Я был зол. Я не верил ему. Но его слова, как заноза, засели у меня в голове и не давали покоя. Бедный думает, как заработать деньги. Богатый, как заставить деньги работать. Я думал об этом днем и ночью. И постепенно, очень медленно, до меня начал доходить весь ужас и вся гениальность этих простых слов. Прошли недели. Я все так же ходил на завод, но в моей голове шла своя титаническая работа. Я анализировал свою жизнь через призму слов старого часовщика. И я увидел их. 2 невидимые стены, 2 ментальные тюремные камеры, в которых я был заперт всю свою жизнь. Ловушка номер 1 — мышление. Время за деньги. Мышление работника. Посмотрите, дорогие мои, что делает 99% людей. Они идут и продают самое ценное, что у них есть. Свое время, свою жизнь. Они говорят: «Мой час стоит 100 рублей. Мой день стоит 1000. Мой месяц — 30 000». Они вступают в сделку с дьяволом, не понимая этого, потому что в сутках всего 24 часа, и ты не можешь работать 25. У тебя есть потолок, который ты никогда не пробьешь. Ты можешь стать лучшим рабочим на заводе, самым быстрым грузчиком, самым эффективным менеджером. Тебе могут поднять зарплату на 10%, на 20%. Но ты все равно останешься в той же системе. Ты продаешь часы своей жизни за деньги. Это и есть мышление работника.
Человек с таким мышлением думает категориями зарплаты. Его главная цель — найти стабильную работу, где ему будут платить каждый месяц. Стабильность — это его золотой телец, его идол. Но эта стабильность — иллюзия. Завтра завод закроется, начальника уволят, придет кризис, и твоя стабильность лопнет, как мыльный пузырь. А что у тебя останется? Ничего. Потому что ты не строил ничего своего. Ты просто продавал свое время. Как мыслит богатый человек? Он тоже ценит время, но иначе. Для него время — это ресурс не для продажи, а для создания активов. Что такое актив? Актив — это то, что кладет деньги в твой карман, даже когда ты спишь. Что такое пассив? Это то, что забирает деньги из твоего кармана. Бедный человек всю жизнь работает, чтобы купить пассивы. Большую квартиру в ипотеку, которая тянет деньги каждый месяц, дорогую машину в кредит, которая дешевеет каждый день и требует бензина и ремонта, новый телефон, который через год станет мусором. Он думает, что покупает символы успеха, а на самом деле надевает на себя новые кандалы. Богатый человек, даже если у него мало денег, думает иначе. Он думает: как мне эту 1000 рублей превратить не в вещь, а в маленький ручеек, который будет приносить мне еще деньги. Он не продает время, он инвестирует время в создание системы. Позвольте, я приведу простой пример. Жили два соседа, Иван и Абрам. Обоим нужно было носить воду из реки в деревню. Иван сделал два больших ведра, взвалил их на плечи и начал таскать воду. Ему платили за каждое ведро. Он работал с утра до ночи, его спина болела, но он зарабатывал. Он думал: чтобы заработать больше, мне нужно носить больше ведер или бегать быстрее. Это мышление работника. А что делал Абрам? Он тоже сначала носил воду ведрами, но зарабатывал ровно столько, чтобы хватило на еду. А все остальное время, вечера, выходные, он тратил на другое. Он строил водопровод, он копал траншею, укладывал трубы. Все соседи смеялись над ним. «Дурак, Абрам! Мы тут деньги зарабатываем, а он в земле ковыряется бесплатно». Прошел год. Иван от тяжелой работы постарел и сгорбился, а Абрам закончил свой водопровод. Он открыл кран, и вода сама потекла в деревню. Он поставил счетчик и стал продавать воду дешевле, чем носил Иван, но зарабатывал в 100 раз больше. И он больше не работал. Водопровод, его актив, работал на него 24 часа в сутки. Вот она, разница. Работать в системе или строить свою систему, продавать свое время или создавать активы. Я тогда понял, мой завод — это чужой водопровод. Я просто одно из его ведер. И я решил, что начну строить свой, пусть маленький, пусть неказистый, но свой водопровод. Я не уволился с завода, но каждый вечер я перестал бездумно смотреть телевизор. Я начал учиться. Я читал книги. Я заметил, что на заводе часто ломаются станки, а мастера приходится ждать неделями. Я изучил устройство самых простых станков. Я на последние деньги купил набор инструментов. Это был мой первый актив. И я сказал начальнику цеха: я могу чинить их после смены, за половину цены, которую вы платите городскому мастеру. Сначала он посмеялся, но когда станок снова сломался, он махнул рукой: попробуй. Я починил. И получил свои первые деньги не за часы, а за результат. За ценность, которую я создал. Это был мой первый маленький ручеек. Ловушка номер 2. Панический страх потери, мышление дефицита. Вторая ловушка еще хитрее. Она сидит глубже, в самом сердце. Это страх. Человек, выросший в нужде, мыслит категориями дефицита. Его главный девиз — лишь бы не потерять то малое, что есть. Он держится за свою стабильную работу, потому что боится ее потерять. Он хранит деньги под матрасом, если они есть, потому что боится, что банк рухнет, а инвестиции прогорят. Любой риск для него — это предвестник катастрофы.
Он видит 1000 рублей и думает, на эти деньги можно купить еды на неделю. Если я их куда-то вложу и потеряю, моя семья будет голодать. И с точки зрения выживания он прав. Но с точки зрения роста он обрекает себя на вечную бедность. Потому что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Он всю жизнь будет пить воду из-под крана, боясь, что и она закончится. Как мыслит богатый человек? Он мыслит категориями изобилия и возможностей. Он не игнорирует риски. Нет, он не сумасшедший. Он их просчитывает. Бедняк смотрит на сделку и спрашивает, что я могу потерять? Богач смотрит на ту же сделку и спрашивает, что я могу приобрести? Почувствуйте разницу. Это два разных полюса Вселенной. Человек с мышлением дефицита видит в любой возможности в первую очередь угрозу. Человек с мышлением изобилия видит в любой угрозе возможность. Приведу притчу. Умер богатый купец и оставил 2 сыновьям по мешку золота. Первый сын, который боялся всего на свете, испугался. А вдруг воры украдут? А вдруг я вложу не туда и все потеряю? Он вырыл глубокую яму в саду и закопал свой мешок. И каждый день проверял, на месте ли он. Он ничего не потерял, но и ничего не приобрел. Второй сын взял свой мешок и поехал в дальние страны. Он накупил там диковинных тканей, пряностей и украшений. На обратном пути на его караван напали разбойники и отняли половину товара. Его корабль попал в шторм, и часть товара подмокла. Он понес убытки. Его брат, услышав об этом, сказал, «Я же говорил, я сохранил все до последней монетки». Но второй брат продал оставшийся товар втридорого, потому что такого в их городе никто не видел. Он не только вернул свой мешок золота, но и заработал еще 2. Он рисковал, он терял, но в итоге он многократно приумножил то, что имел. Пока вы боитесь потерять копейку, вы никогда не заработаете рубль. Страх парализует. Он заставляет вас отказываться от возможностей, которые могли бы изменить вашу жизнь. Вы не идете на собеседование на новую, более высокооплачиваемую работу, потому что «а вдруг не возьмут? А вдруг там коллектив плохой?» Вы не начинаете свое маленькое дело, потому что «а вдруг прогорю? А вдруг не получится?» И вы остаетесь в своем теплом, но тесном и вонючем болотце стабильности. Я тоже боялся. Когда я заработал первые деньги на ремонте станков, я хотел потратить их на что-то приятное для семьи. Купить жене платье, сыну игрушек. Страх говорил мне, спрячь эти деньги. Это твоя подушка безопасности. Но голос Рэба Менделя звучал в голове. Заставь деньги работать. И я, скрипя сердце, пошел на риск. Я купил еще более совершенные инструменты и книги по ремонту, сложной электроники. Я несколько ночей не спал, думая, какой же я идиот. А потом сломался главный конвейер. Весь завод встал. И починить его мог только я. В тот день я заработал за 3 часа столько же, сколько за месяц работы у станка. Я не просто заработал деньги. Я победил свой страх. Я понял, что самый большой риск в жизни — это вообще не рисковать. Итак, дорогие мои, давайте подведем итог. 2 ловушки. Всего 2. Но они, как 2 валуна, перекрывают вам дорогу к финансовой свободе. Первая ловушка. Мышление. Время за деньги. Вы продаете свою жизнь по часам. Вы — ведро, которым носят воду. Противоядие. Начните думать, как строитель водопровода. Начните создавать активы. Пусть это будет что-то крошечное. Ваши знания, которые можно продать как консультацию. Ваш маленький блог. Ваш набор инструментов. Что угодно, что может приносить деньги без вашего ежеминутного участия. Начните строить свою систему. Вторая ловушка. Панический страх потери. Вы так боитесь проиграть, что даже не начинаете игру. Вы закапываете свой талант и свои возможности в землю. Противоядие. Начните относиться к риску
как к плате за обучение. Не бойтесь маленьких, просчитанных потерь. Потерять 1000 рублей, получив бесценный опыт, это не проигрыш, это инвестиция. Начните видеть не угрозы, а возможности. Посмотрите на свою жизнь. Вы честны, вы трудолюбивы, вы заслуживаете большего, но никто не придет и не даст вам это. Ни правительство, ни добрый дядя, ни выигрыш в лотерею. Ваше богатство или ваша бедность — это не то, что у вас в кошельке, это то, что у вас вот здесь, между ушами. Перестаньте винить обстоятельства. Обстоятельства — это лишь глина, а вы — скульптор. Вы можете слепить из этой глины уродливую фигуру неудачника, а можете — шедевр своей жизни. Выбор только за вами. Не ждите понедельника, Нового года или знака свыше. Знак уже дан. Вы смотрите это видео. Это и есть ваш знак. Начните прямо сегодня, прямо сейчас. Сделайте один маленький шаг. Не пытайтесь сразу построить водопровод. Просто отложите первый камень. Прочитайте одну страницу книги о финансах. Посмотрите одно обучающее видео по теме, которая вам интересна. Запишите на бумаге 3 своих навыка, которые могут быть полезны другим людям. Сделайте хоть что-то, что выведет вас из привычной колеи. Первый шаг — самый трудный, но он же и самый важный. Сделайте его. Дорогие мои, я поделился с вами тем, что узнал ценой собственных синяков, ошибок и бессонных ночей. Я отдал вам часть своей души и своей мудрости. Если эти простые истины отозвались в вашем сердце, если вы почувствовали, что готовы начать свой путь к другой жизни, то сделайте и мне небольшое одолжение. Подпишитесь на этот канал. Это не просто кнопка. Это ваше обещание самому себе, что вы больше не свернете с этого пути. Здесь мы будем вместе учиться мудрости, которая проверена не годами, а веками. Мудрости, которая помогает не просто выживать, а жить полной, осмысленной и богатой жизнью. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А в следующий раз мы с вами поговорим вот о чем. Нам с детства вбивали в голову: копейка рубль бережет. Надо экономить на всем. Я расскажу вам, почему тотальная экономия — это самый верный и короткий путь к нищете, и как правильно относиться к тратам, чтобы становиться богаче. Это еще один секрет, который перевернет ваше сознание. А пока шалом вам и вашему дому. Пусть мудрость освещает ваш путь, а ваш кошелек никогда не будет пустым. Пусть ваш дом будет полной чашей. До встречи.